Добрый день, уважаемые зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 30 мая 2026 года, и наш сегодняшний разговор пойдет о статье, которая вышла на сайте общественной организации «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучко. Статья вышла позавчера, 28 мая 2026 года. Ее название «Справа В'ячеслава Зінченка. Чому суспільство має почути сторону захисту». Вот ее обложечка. В этой статье адвокат Лариса Криворучко, как новый официальный защитник В'ячеслава Зінченка, публично заявляет о серьезных процессуальных нарушениях в деле об убийстве Ирины Фарион и требует, чтобы суд наконец-то услышал сторону защиты. Коротко о содержании статьи. Адвокат Криворучко после встречи с подзащитным в СИЗО и изучения материалов дела констатирует множество грубых нестыковок и нарушений. Главный шок: на предыдущих этапах в деле участвовали так называемые адвокаты с остановленными свидетельствами о праве на занятие адвокатской деятельностью и без действующих договоров на оказание правовой помощи. Несмотря на это, суд допускал их к допросам свидетелей, исследованию ключевых доказательств и решению вопросов о продлении содержания В'ячеслава Зінченка под стражей. Лариса Криворучко подчеркивает, что такие действия полностью дискредитируют процесс, нарушают конституционное право на защиту и требуют радикального исправления, то есть признания всех проведенных с их участием этих адвокатов действий незаконными, отмены решений об аресте и повторного полноценного исследования всех доказательств уже с участием настоящего защитника. Давайте подробно разберем правовую сторону вопроса, как это выглядит, эта позиция стороны защиты, позиция адвоката Ларисы Криворучко, как она выглядит с точки зрения действующего законодательства Украины. Суд не обязан автоматически принимать решение о полном повторном исследовании всех доказательств исключительно на основании заявления адвоката, но обязан проверить доводы о существенном нарушении права на защиту и при подтверждении такого нарушения признать соответствующие доказательства недопустимыми согласно статье 87 УПК Украины. Повторное исследование доказательств возможно в рамках текущего судебного рассмотрения или же в апелляции при наличии оснований. Свою позицию Лариса Криворучко декларирует следующим образом. Она утверждает, что предыдущие защитники действовали с остановленными свидетельствами и без договоров. Суд допускал их к участию в допросах, исследовании доказательств и решениях об аресте. Это классический аргумент о нарушении права на защиту. Статьи 20, 45, 46, 47, 48 УПК Украины. Право на защиту – это конституционное и фундаментальное право. Оно включает квалифицированную юридическую помощь, именно адвоката с надлежащими полномочиями.
Статья 45 УПК говорит, что защитником может быть только адвокат, внесенный в реестр, без остановки права на практику. Остановка свидетельства запрещает лицу осуществлять адвокатскую деятельность. В соответствии со статьей 31 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, участие такого лица без полномочий и без действующего договора – это грубое процессуальное нарушение. Правовая основа для решения суда в соответствии с УПК Украины. Первое. Статья 87 УПК. Недопустимость доказательств из-за существенного нарушения прав. Это главная норма. Недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, в частности, нарушение права лица на защиту. Часть 2, пункт 3, статья 87. Суд обязан признать такие доказательства недопустимыми в ходе любого судебного производства. Часть 4, статья 87 УПК. Это касается протоколов допросов, осмотров и других следственных действий, проведенных с участием псевдоадвокатов, если это лишило обвиняемого реальной квалифицированной помощи. Нарушение считается существенным, если оно повлияло на справедливость производства. Такова практика Верховного суда в деле об особо тяжком преступлении, убийства, длительное участие неуполномоченных лиц с высокой вероятностью квалифицируется как существенное нарушение. Второе. Каковы последствия решений об аресте? Постановления о продлении содержания под стражей, принятые с нарушением права на защиту, могут быть отменены в соответствии со статьями 177-184, 309 УПК. Это стандартное основание для обжалования решений о продлении ареста. Третье. Повторное исследование доказательств в суде. В суде первой инстанции суд обязан исследовать доказательства непосредственно в соответствии со статьей 23 УПК, если предыдущие действия признаны недействительными, доказательства недопустимыми, суд должен исследовать их заново или исключить. Исследование заново должно произойти с участием надлежащего защитника. Сторона защиты может заявить ходатайство о повторном исследовании. Статья 333, 404 и другие УПК. Суд не может игнорировать обоснованные доводы о нарушении. В апелляции суд обязан повторно исследовать обстоятельства, если они были исследованы неполно или с нарушениями. Об этом говорит часть 3 статьи 404 УПК. Итак, обоснованный вывод. Суд обязан реагировать на такие доводы, поскольку нарушение права на защиту прямо указано в статье 87 УПК как основание для признания доказательств недопустимыми. Суд не может игнорировать очевидные процессуальные пороки, то есть отсутствие полномочий защитника, так как это противоречит принципам состязательности, справедливого суда и презумпции невиновности. Это соответствует статьям 2, 7, 17, 20, 22 УПК. Если факты подтвердятся, то есть будет установлено
остановленные свидетельства плюс отсутствие действующих договоров, действия предыдущих «защитников» в кавычках, не порождают правовых последствий, а доказательства, полученные и исследованные с их участием, подлежат исключению или же повторному исследованию. Суд не обязан слепо удовлетворять требования о полном повторном исследовании всего. Он оценивает конкретные действия и конкретные доказательства. Однако игнорирование таких аргументов будет существенным нарушением, которое может привести к отмене приговора в апелляции или кассации, если он будет иметь обвинительный характер. Позиция адвоката имеет сильное правовое основание по действующему УПК, особенно в таком резонансном деле, как дело об убийстве Ирины Фарион. Суд обязан провести полную проверку, заслушать ходатайство, истребовать документы о статусе адвокатов и так далее, и принять мотивированное решение. Отказ от проверки будет обжалуемым. Итак, что обязан сделать суд для исправления ситуации? Во-первых, немедленно проверить факты участия лиц с остановленными свидетельствами и отсутствием действующих договоров. Во-вторых, при подтверждении признать соответствующие доказательства и протоколы следственных действий недопустимыми в соответствии со статьей 87 УПК. В-третьих, отменить все постановления об аресте, принятые с такими нарушениями. В-четвертых, обеспечить реальное, повторное исследование ключевых доказательств и допросов свидетелей уже с участием надлежащего защитника Ларисы Криворучко или иного законного представителя. И, в-пятых, провести судебное разбирательство в строгом соответствии с принципами состязательности, непосредственности и права на защиту. Только так можно восстановить законность процесса и обеспечить реальную справедливость. Друзья, спасибо вам за внимание. Если вы считаете, что в таком резонансном деле общество должно слышать не только обвинение, но и реальную позицию защиты, ставьте лайк, делитесь этим видео и поддерживайте канал донатами. Это помогает доводить правовую позицию до широкой аудитории. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!